Добрый день, друзья! Эти лепешки я готовлю чаще других, потому что рецепт очень простой, так же как и ингредиенты для их приготовления. И всегда получается очень вкусно. А если к ним сделать чесночную заправку, то получается вдвойне вкуснее. В миску выливаем 200 мл кипятка, добавляем чайную ложку соли и, помешивая, растворяем соль в воде. Затем частями вводим 350 грамм просеянной муки. Начинаем вмешивать муку ложкой, так как тесто горячее. После добавления второй части муки тесто уже не жидкое, ложкой замешивать трудно, поэтому начинаем работать с тестом руками. Оно уже комфортной температуры и не такое горячее. Самое главное не забить тесто мукой, поэтому я советую добавлять ее частями. Тесто должно быть мягкое и не липнущее ни к столу, ни к рукам. Вымешиваем тесто около 5 минут. Видите, какое в итоге получается тесто, очень податливое и мягкое. Формируем из теста большую лепешку и делим ее пополам. Затем каждую половину разрезаем еще на 4 кусочка. В итоге у нас получится 8 лепешек. Стараемся, чтобы все кусочки были одинакового размера. Далее каждый кусочек теста обминаем и раскатываем в небольшой круг в диаметре приблизительно 12-13 см. Главный момент, на который нужно обратить внимание – тесто тонко раскатывать нельзя. Толщина должна быть 3-4 мм. Тесто очень эластичное и легко раскатывается, с ним у вас не возникнет никаких трудностей. Ну что же, все лепешки подготовлены, начинаем их жарить. В сковороду наливаем 200 мл растительного масла. Хорошо разогреваем его. Опускаем в масло деревянную палочку. Если вокруг нее образуются пузырьки, значит масло хорошо раскалилось. Уменьшаем огонь до среднего и поочередно обжариваем лепешки с двух сторон. При этом слегка надавливаем лопаткой на тесто, давая воздуху более равномерно распределиться внутри лепешки. Большие пузырьки появляются за счет испарения влаги. Я такие лепешки могу есть как со сладким чаем или кофе, так и с первыми или горячими блюдами. Если будете готовить эти лепешки к супу или борщу, очень рекомендую сделать чесночный соус. В растительное масло пропускаем через пресс чеснок и по желанию добавляем сушеный орегано, базилик или смесь итальянских трав. Поверьте, получается очень вкусно. А я кладу в сковороду следующую лепешку и хочу показать вам очень близко, как она надувается. Равномерно и слегка надавливаем на лепешку и смотрите, что происходит. Просто фантастика! Лепешки обжариваются очень быстро, буквально по 1 минуте с каждой стороны. Это тесто универсальное и подойдет как для чебуреков, так и для пельменей. Готовые лепешки кладем на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. Советую есть их сразу, с пылу с жару. Лепешки хрустящие снаружи и мягкие внутри. Пробуйте, готовьте вместе со мной, и если понравился рецепт, поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».